Приветствую всех зрителей, которые любят это лагучее, неоптимизированное, убогое, унылое, уже наскучившееся ПВЕшное дерьмище. В общем, сегодня у нас будет видос про то, как попасть в бункер и что для этого нужно будет сделать. Если тебе эта тема интересна и ты новичок в этой игре, понятно, что профи не будет смотреть этот видос, но если ты новичок и тебе интересно, как это сделать, давай смотри дальше. Вкратце, короче, я не буду тут, блядь, объяснять каждое слово, что, зачем, кого и как делать, это разбирается по ходу игры. То есть нажать кнопку, блядь, C, чтобы присесть, накрутить колесико мыши, чтобы бежать, это все понятно, все разъяснено. Вот, в общем, вы бежали такие по карте огромной, этой большой, разноцветной, зелеными кружочками, всякими непонятными, наверное, для вас, для тех, кто начинает играть. Бежали, увидели вот такую огражденную территорию с колючей проволокой, с вышками, с какими-то заборами, с какими-то металлическими друзьями внутри. Где они, кстати? Давай посмотрим на него, найдем его. Где-то здесь, короче, не бродит. А, вон он ходит, наш брателло железнорогий. Вот. Вы подбегаете и думаете, о, сейчас тут я что-то походу найду, раз территория ограждена, здесь так круто, по-любому что-то я здесь найду. Да, вы не ошиблись, вы это, соответственно, найдете. Вы найдете здесь очень хороший лут, найдете здесь оружие, одежду, еду, да, в принципе, все. И также здесь еще существует такая, как называемая комната Killbox, комната смерти, грубо говоря. Это как, помните, может быть, фильм Resident Evil, когда они были в комнате и там всякие эти были лазеры. Так вот, в конце, когда время истекает, там такой же лазер есть абсолютно. Вот. Так, продолжаем. Нам нужно проникнуть в Killbox, посмотреть всю суть, всю территорию и прочее. На самом деле, в каждом квадрате есть свой бункер. Он отличается только тем, что размерами, да и в принципе все. Вот и все отличие бункеров между собой. Где-то бункер со строительным лутом есть, где-то бункер просто с оружейкой есть. В общем, короче, территорию эту блудную охраняют эти вот железные уроды, которые не дадут вам просто так спокойно блуждать и лутать лут снаружи. Если вы не обладаете техникой скрывания от робота, то вам я сочувствую, и вам, скорее всего, будет кирдык, потому что эти роботы, они начинают вжимать так, что мало не показывается. Еще в зависимости, на каком вы сервере играете. Если это частный, там можно настроить их, что они будут криво и прочее стрелять. На официалках они, в принципе, скорее всего, сразу будут попадать, и вам будет очень плохо. Вот, так чтобы не попасть с этим роботом, нужно просто бегать через кусты. То есть, если робот смотрит на вас, садись в кусты, этот железный человек-мутант не видит вас, и вы можете спокойно дожидаться момента, когда он разворачивается. Советую всем, если вы находитесь довольно-таки близко с этим роботом, бежать на среднем темпом, то есть трусцой. Без ускорения, а просто вот таким вот обычным бегом, так называемым, говорю, трусцой. Также на территории этого бункера находятся вот такие вот падальщики. Наши зловещие друзья, которые постоянно вам мешают. Они бывают еще багованные, бывают тихо подбегают, бывают громко подбегают, бывают вас палят перед всеми. Так вот, чтобы пройти в этот бункер, как я говорю, нужно шлындать по кустам. И когда этот человек-мутант железный болтик на вас не смотрит, вы спокойно перебегаете средним темпом по кустикам. Это чудовище вас не найдет, не заметит и не спалит. То есть, когда оно не смотрит на вас, вы бежите трусцой, вас, грубо говоря, для него не слышно. Вот, пробежали, забежали, открыли, быстренько спрятались за уголок, чтобы этот железный пес вас не уволок. Оп, он вас не видит, все хорошо, вы бесшумны, тихие. Опасности никакой нет. Закрыли ворота, все, вы внутри. Вы внутри самого главного бункерной системы, этой подвальной опоры, которая, так, где мне обычно батя картошку хранил. Ну, здесь вот такая вот херня. Здесь вот можно налутать всякого топового дерьмеца. Ну, так понимаю, здесь лут просто мега мощный. Ну, обычно, если играете на частных серваках, здесь, скорее всего, будет очень много всякого разного лута, в зависимости от какой иксовки стоит у вас сервак. То есть серваки X5, X10, X15, 20 и там, я не знаю, с бесконечным лутом. На официалках, как правило, лут X1
То есть лута довольно-таки будет маловато. Вот такие вот чудики встречаются внутри. Он бежит к вам здороваться, но вы недружелюбный тип, поэтому закрыли дверь и ушли. Так сказать, перед ебальником закрыли у него дверь. Вот это чудовище, оно сейчас будет орать на весь район, пока вы его не кокнете. То есть каждый ваш шум будет привлекать внимание этого чудовища. Короче, вот так вы гуляете по бункеру. С особой осторожностью, дабы не встретить такого чудища. Вот, этот нож, это самое мега классное вообще, что вообще можно было придумать в этой игре против зомбарей. Подбегаете, вылупливаете его. Это чудо-юдо сопротивляется, потому что он в броне и в каске. Это самый жирный козел, который есть в этой игре. Все, нож Бушман, вот этот нож Бушман, это просто самое чудовищное из всех ножей, что могло здесь вообще в этой игре быть. Ну и, соответственно, еще, конечно же, штык-нож. Штык-нож, ну, только примкнутый к оружию. То есть в основной степени это на автоматы Калашникова, Коряки, М1, такая вот система. В принципе, что тут больше еще рассказывать нечего про то, как лутать вы, наверное, скорее всего, все знаете уже. Что тут брать, это вам решать. Соответственно, что вам нужно, то вы и берете. Если вам это не нужно, оставляете. Если желаете, чтобы с каждым рестартом обновлялся лут, просто выкидываете все это на землю и забываете про это. Каждый ящичек абсолютно здесь можно лутать. Смотрите, что тут есть, как я сказал ранее. Надо взяли, не надо выкинули. Дальше. Идем, гуляем, смотрим. Вам, как таковым, с большей вероятностью нужно будет найти комнату с оружием. Комнаты с оружием, они помечены вот... это не то, это контроль. Сейчас я найду, вам покажу ее. Ага, братишка наш. Вот эти, они довольно-таки слабые, поэтому они сейчас он быстро падает. Чтобы найти комнату с оружием как можно быстрее, есть сайт с картами расположения вообще бункера, как он проходится, как быстрее дойти до киллбокса и, соответственно, так далее. Вот, нам нужна комната с оружием, дабы залутать себе стволы, магазины, патроны, ну и прочие всякие приколюхи. Я уже, походу, кружок сделал. Но здесь, на самом деле, я сам еще порой путаюсь, куда что бежать, и поэтому я играю без каких-либо там карт. Это уже чисто, знаешь, как получается не то, что не на опыте, а на рандоме. Ты просто бежал, что-то куда-то прибежал, спалил. Вот читайте вот эти вот названия. Control Room, то есть комната контроля. Здесь всякая хероборина компьютерная, которая вам, в принципе, нахер не нужна. И ищите комнату с таким названием, только будет Armory написано. Здесь вы можете найти еду, воду, всякую херню, гвозди, там, пилы, вилы, короче, всякую дичь. В туалетах, как правило, очень часто спавнятся рюкзаки. Ну и прочая всякая хероборина. Открывайте, не забывайте такие толчки, потому что там тоже бывает... Опа! Откуда ты взялся, блядь? Бледоруб. Зомби, кстати, очень баговые, когда они, если густо населенный сервак с зомбарями, зомби начнут просто просачиваться вам сквозь стены, сквозь крышу, сквозь землю. Короче, будьте начеку и смотрите по сторонам внимательно. Когда слышите, что какая-то хероборина тут вот так вот делает, то знайте, что, возможно, вероятно, скоро он придет к вам. Вот такие комнаты — это, грубо говоря, медицинские склады. То есть здесь можно найти отмычки, бинты, перевязки и так далее и тому подобное. И существуют комнаты еще, которые вот с таким медпунктом, как бы не медпунктом, типа мини-аптечки. В этой аптечке вы можете найти слезы Феникса, которые спасут вас от всего и вся. Также тут можно найти спирт и всякую хероборину по типу бинтов. Бежим дальше, смотрим, что здесь у нас опять новая еда. Здесь у нас что? Контроль-рум, опять это контрольная херня. Короче, что-то я потерялся сам уже и забыл, куда бежать. Ну ладно, сейчас найдем быстренько. Советую, кстати, не стрелять по зомбарям, потому что каждый ваш выстрел без глушителя привлечет очень много толпу зомби. Они будут сразу бежать к вам все навстречу, дабы повидаться с вами и сказать вам здорово, братан. Вот. А вот, соответственно, как про что я говорил, табличка с надписью Armory.
обозначает, что здесь у нас находится оружие. Парам. Забегаете в эту комнату, лутаете ящики, которые вам доступны для лутания. Ничего, блядь, не находим. Находим какой-то тактический жилет какой-то, но у нас есть супер-мега крутая классная куртка. Зато нашли пистолет. Опа, пистолет есть, соответственно, нехуй лезть. Вот, короче, здесь у меня лут не настроен, и это на самом деле это одиночка, но просто я хочу показать вам саму суть. В большей степени здесь вы уже найдете что-либо пострелять или что-либо надеть. Также спавнится броня, опять пистолет, опять магазин и такого рода плана, типажа. Вот это все дерьмище будет спавниться здесь. Лутайте абсолютно каждый ящик. Каждый доступный вам ящик. Вот эти шкафы, они залочены. Но здесь можно найти в этих шкафах карту киллбокса. И довольно-таки еще прикольный другой лут. Возможно найти здесь баррет, возможно найти гранату. Да, в принципе, все что угодно здесь может найти. Но это я же говорил, как это в зависимости от X, какой стоит лут. Для того, чтобы вам вскрыть, вам нужна отвертка и, соответственно, отмычка любого типажа. Здесь стоят железные замки, даже не железные, а ржавые замки, которые ломаются только, не знаю, с 500 раз, если промазать, тогда сломается отмычка, либо время выйдет, и вы не успеете залутать. В принципе, здесь все ясно, все понятно. Давай продолжим путь наш дальше, доберемся до киллбокса, так называемого. Покажу вам вкратце, что такое вообще киллбокс и что это за комната и с чем ее едят. Я заходить туда не буду, это будет потом в какой-нибудь другой серии. Вам нужно понять, на каком из этажей находится эта комната секретная. Секретная, блять. Вот, бегайте как полудурок, ищите. Вот еще одна армори. Смотри-ка, что. А, это та же самая. Точно, даже та же самая. Бегайте как дурачок, тут ищите, если вы не знаете расположение. Вот этот шизик сверху, он пищит. То есть перед другим игроком он вас абсолютно точно и сильно палит. Если он сработал, пикнул разок, значит что? Да, значит то, что он уже завелся. То есть через какое-то время он взорвется. Независимо, есть ли кто-то рядом или нет никого рядом. Так, мы бежим. Все, никак не добежим. Обычно, как правило, бункера находятся в самом низу. Ну, это в большей степени такая система. Вот мы и добежали до самой главной комнаты в этом бункере, в которой спавнятся детали C4. Дабы собрать C4, вам нужно будет обязательно лутать этот бункер. Не этот бункер, а этот киллбокс. В каждом бункере есть свой киллбокс. Поэтому пользуйся, лутайся, ищи, свищи, ругайся, убивайся, роботов не вали, не стреляй, по кустам беги, зомбарей ножом кали. Вот, как я и говорил, никто его не палил, он сам взорвался. Зомбарей ножом кали, штык ножом прокалывай. И, короче, просто кайфуй от этой бешеной игры. Ну и чё, на этом давай заканчивать. Если тебе залетела такая тема с таким разговором, с таким гонором, тебе было интересно смотреть, что я творю, какую-то дичь непонятную снимаю, то давай, соответственно, поставь лайкос свой крутой, классный, мощный, пальцем правой и левой руки указательным на мышку тыкни вот так вот, бам, в палец, чтобы он загорелся, и я, блядь, получил уведомление, что ты поставил мне лайкос. Напиши комментарий, если тебе такая тема зашла, то я буду в таком же тембре, в таком же говоре снимать это дерьмо боговое. Короче, давай, до скорой встречи. Пока.